Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вот таких Микки Мауса и Мини Маус. Вот мальчик и девочка, вот у них одинаковые наряды, и одна вот в розовом наряде. Два разных образа, два разных платьица. Эти мышата вяжутся одинаково практически, только вот у девочки вывязываем платьице, у мальчика вывязываем шортики. И их мы вяжем, начинаем вязать вот снизу, вывязываем ножки, хвостик, далее вяжем туловище и вывязываем голову. Одна цельная деталь, отдельно вывязываем ушки. У девочки вывязываем платье и бантик. И оформляем мордашку. И вот получаются такие красивые мышки. Еще раз показываем их сзади. Теперь вот мальчик. Расход пряжи на них небольшой, так как игрушки небольшие, вот помещаются в руке. И по сантиметрам, если замерять без ушек, то 9 сантиметров. Если замерять вместе с ушками, то получается сантиметров 10. Такие вот небольшие, красивые мышки. По подобным схемам мы уже вместе с вами вязали вот такого медвежонка, котенка, вот такую зайку с длинными ушками. Также связали енотика и лисичку, вот такого олененка, симпатичную единорожку и вот такую белочку. Все мастер-классы есть у меня на канале. Я оставлю ссылку под видео и на видео. Переходите, вяжите, если вам понравились такие малыши. А сегодня с вами свяжем вот такую красивую парочку. Для мышки я буду использовать плюшевую пряжу в 100 граммах 120 метров и возьму крючок 4 миллиметра. Я начинаю вязать девочку, и для этого беру белую пряжу, а у мальчика штанишки вяжем красной пряжей. Делаем кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В первом ряду 6 столбиков. Переходим на второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. Итак, в конце ряда получится 12 столбиков. Теперь в третьем ряду вот будем вывязывать ножки. У мальчика продолжаем вязать красной пряжей. Ножки можно вывязать или полностью черным цветом, или сделать вот обувь другим цветом. Провязываем один столбик, второй столбик не до конца. Берем черную пряжу. Вывязываем хвостик. 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 7 соединительных столбиков вяжем в обратном направлении. 3, 4, 5, 6 и 7. Вот получился такой хвостик. И еще соединительный столбик в тот столбик, из которого вывязывали хвостик и подхватили
рабочую нить. У меня сейчас белого цвета, если вяжете мальчика, то красного цвета. Вяжем 4 столбика белой пряжей. 1, 2, 3, четвертый столбик не до конца. Берем черную пряжу, перешли на черную пряжу. И если вяжете полностью черным цветом, то набираете 5 воздушных петель. Если 2 цвета, то 2 воздушные петли черным цветом. Теперь берем цвет обуви. И 3 воздушных петли цвета обуви. 1, 2, 3. Черную пряжу и розовую здесь связываем на один узелок. Так, завязали. Теперь 3 столбика с накидом. Третью воздушную петлю, это первая розовая петля, и с одной общей вершины. 1, 2 и третий столбик с накидом. Провязали 3 петельки, оставшиеся 2, и воздушная петля, то есть соединительная петля, в ту воздушную петлю, из которой вывязывали столбики с накидом. Вот, сделали, и переходим на черную пряжу. Теперь розовую пряжу отрезаем. По воздушным петлям 2 соединительные петли черного цвета. 1 и 2. Соединительная петля в сам столбик, из которого все вывязывали, и здесь переходим на белую пряжу. Вот эти 2 хвостика связываем на 2 узелка. 1 и 2. Теперь их отрезаем. Делаем коротенькие. И вот эти ниточки, вот видите, можно взять зажигалку и подпалить немного, их так прижечь и спрятать туда под пряжу. По туловищу 4 столбика. 1, 2, 3 и 4. Четвертый не до конца. Переходим на черную пряжу и вывязываем вторую ножку точно так же. И довязываем 2 столбика до конца ряда. Вот что получается. Теперь 4-й ряд. У девочки в 4-м ряду, вот в последнем столбике, мы белую нить отрезаем, а переходим на цвет платья. И в 4-м ряду вяжем 12 столбиков цветом платья. У мальчика продолжаем вязать шортики красным цветом. 1, 2, хвостик убираем, 3, 4, 5, 6, ножку убираем, 7, 8, 9, 10, 11 и 12.
Провязали 12 столбиков. Пятый ряд. У мальчика продолжаем вязать красным цветом. У девочки вяжем 12 столбиков за заднюю стенку, так как за переднюю стенку будем привязывать юбочку. Теперь вяжем шестой ряд. У девочки продолжаем вязать цветом платья. У мальчика меняем цвет на черный. Вяжем за обе стенки 12 столбиков. В седьмом ряду вывязываем ручки. Вяжем 6 столбиков. 1, 2. У девочки вывязываем вместе с платьицем, у мальчика все черное. Так, провязали 2 столбика, 3, 4, 5. Шестой столбик не до конца, переходим на черный цвет и вывязываем ручку. 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5. В третью воздушную петлю от крючка вяжем 3 столбика с накидом и с одной общей вершиной. Соединительная петля в ту воздушную петлю, где вывязывали 3 столбика с накидом, и 2 соединительные петли по воздушным петлям, и еще одна соединительная в сам столбик, с которого ввязывали ручку. Но подхватываем уже розовую пряжу и продолжаем вязать туловище. Вяжем 1, 2, 3, 4. Четвертый столбик не до конца. Переходим на черную пряжу. Набираем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 3 столбика с накидом в третью воздушную петлю от крючка. Общая вершина. Соединительный столбик в ту воздушную петлю, с которой вывязывали 3 столбика, и 2 соединительные петли по воздушным петлям, и 1 соединительная петля в сам столбик, из которой вывязывали, и берем рабочую нить розового цвета. Довязываем 2 столбика. Вот что получается. Восьмой ряд, 2 столбика, 1, 2 и убавка. Так повторяем 3 раза. Получилось 9 столбиков. Завершаем все черной пряжей. Розовую пряжу отрезаем. Далее начинаем вязать голову. Это 9 ряд. И голова одинаково будет вязаться как у мальчика, так и у девочки. В каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. Начинаем с черного цвета. 1 прибавка. 2, 3, 4 и 5.
Теперь меняем в этом столбике цвет пряжи на бежевый и вяжем. Вот эти столбики как между ручками находятся. Вяжем 2 прибавки. Так, этот хвостик вяжем дополнительным цветом. Первая прибавка и вторая прибавка. Теперь переходим на черный цвет и вяжем 2 прибавки черным цветом. Первая прибавка и вторая. Всего получилось 18 столбиков. 10 ряд, вяжем 2 столбика, прибавка 1, 2, одеваем маркер и прибавка. Второй раз повторяем 1, 2, прибавка. И третий раз 1, 2, прибавка. Меняем цвет на дополнительный. Вяжем 2 столбика, 1, 2, прибавка, снова прибавка и 2 столбика, 1 и второй. Меняем цвет на черный. Довязываем 1 столбик, второй столбик и прибавка. В 10 ряду 24 столбика. 11 ряд, 24 столбика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 столбик. Меняем цвет на дополнительный. Теперь 8 столбиков бежевым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 столбик. Меняем цвет на черный. Довязываем 1, 2, 3, 4 столбика. 12 ряд, 2 столбика убавка. Начинаем с черного цвета. 1, 2, убавка, 1, 2, убавка, 1, 2, убавка. Повторили 3 раза. Переходим на дополнительный цвет. 2 столбика, 1, 2, убавка, снова убавка и 2 столбика, 1,
второй не до конца, меняем цвет на черный. И довязываем 1, 2, убавка. Получилось 18 столбиков. 13 ряд, 9 столбиков черным цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Меняем цвет пряжи на дополнительный и дополнительным цветом 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбик. Переходим на черный цвет и довязываем 1, 2, 3 столбика. 14 ряд, 9 столбиков черным цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 не до конца. Меняем цвет на дополнительный. 2 столбика дополнительным. 1, 2 не до конца. Поменяли на черный. 2 столбика черным цветом. Снова на дополнительный. 2 столбика дополнительным цветом. 1, 2 на черный и довязываем 3 столбика черным цветом. 1, 2, 3. Всего 18 столбиков. Бежевый цвет можно убирать. Я вставила глазки 10 миллиметров между 12 и 13 рядами. И теперь вяжем 15 ряд. Здесь провязываем 1 столбик. Далее убавка. Так повторяем 6 раз. В конце ряда будет 12 столбиков. Наполняем наполнителем так, чтобы вот носик тоже был хорошо наполнен. И последний 16 ряд провязываем 6 убавлений подряд. Сверху осталась дырочка. И теперь вот за передние стенки каждого столбика доходим до того места, с которого начинали. Так, ниточку затянули. Вкалываем ниточку в середину и выводим сбоку. Все, ниточку спрятали. Свяжем черные ушки. Сделали кольцо амигуруми. В это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. В первом ряду 6 столбиков. Переходим на второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. И в конце ряда будет 12 столбиков. Оставили нить для пришивания. Вот получились такие ушки. Теперь сделаем утяжку. Прокалываем вот внизу головы, выводим иголку в уголочке глазика. Хвостик оставляем снизу.
Переходим на второй уголочек этого же глазика и выводим через один столбик снизу. Также делаем со вторым глазом. Теперь берем эти ниточки, подтягиваем и завязываем на узелок. С одной стороны на один узелок. Переходим на второй глазик, тоже подтягиваем. И теперь можно завязывать по второму узелку и прятать ниточки вовнутрь изделия. Вот я еще приклеила носик 7 на 9 миллиметров. Получилась такая мордашка. Теперь берем пряжу цвета платья и за передние стенки, которые у нас остались, присоединяемся. И провязываем 2 воздушных петли. Из этого столбика вывязываем еще один столбик с накидом. Получилось, из одного столбика вывязали 2 столбика. Переходим на следующий. Из следующего столбика вывязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Переходим на следующий. Здесь вывязываем 2 столбика с накидом. И так чередуем до конца ряда. И вот получилось такое платьице. Теперь берем ушки, прикладываем их вот так сверху, там, где должны располагаться ушки, и берем за основную деталь. Так, подтянули ниточку. Теперь за столбики вот на ушках, чтобы вам было видно. Снова основная деталь, потом за ушки, и вот так пришиваем 2 детали друг к другу. Делаем узелок и прячем ниточку вовнутрь изделия. И вот пришили ушки, вышила ротик. Также вот у мальчика вышила белые точечки на шортиках. И сейчас свяжем бантик. Берем плюшевую пряжу, набираем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В обратном направлении во вторую воздушную петлю провязываем столбик без накида. 1, 2, хвостик ввязываем, 3, 4, 5 и 6. Воздушная петля, разворачиваем вязание и второй ряд тоже 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ниточку отрезаем, прячем ее в середину под столбики. Ниточки спрятали, отрезали небольшой хвостик, положили так посередине бантика и завязываем на узелок. Теперь несколько раз обкрутили.
ниточку под столбики и завязали еще на 2 узелка. 1, 2. Получился такой бантик. Теперь берем этот бантик и пришиваем мышки. И вот так мышка смотрится уже с бантиком. И вот Микки Маус. Игрушки готовы. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!